Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру Death in Texas. И решила, что все-таки я, наверное, буду идти так, как я и шла изначально. Дешево не значит безопасно. Спятившие дроны разорвали изобретателя во время тестового запуска. Историки предупреждают, активность черных археологов бьет рекорды. Особое внимание стоит уделить Фридену. Я только что закончилась война. Фаридену, извиняюсь. Деятельность охотников за артефактами разжигает конфликт. Мы должны это прекратить. Землетрясения становятся все сильнее и происходит все чаще. Эксперты винят в этом нефтяные компании, которые применяют метод гидроразрыва. После гастролей диких земель один из помощников попросился в группу барабанщиком. Викарий умер от инфаркта во время проповеди. Инфаркт задумывался так, как самая волнительная ее часть, и врачи просто не успели прийти на помощь. Так, тюремная система неэффективна, условия в большинстве тюрем отвратительные, заключенные в них лишь укореняются в своих пагубных привычках. Это все понятно. Что мне непонятно? Господи. Так, что тут? Ага. Ну, короче, я не знаю, какой тут будет конец, но я бы для себя потом второй раз, возможно, прошла бы так, что типа делать все ровно наоборот от своих дневных заданий. Почта жнеца. Насчет сегодня. Я был у себя в кабинете, когда ощутил жуткое дуновение потустороннего ветра. Это значит, что грядет хаос. Сегодня мы не смогли вычислить квоту на смерть. Делегирую это решение тебе. Убей всех, кто покажется подозрительным. Это хорошо, мне нравится. Я люблю, я подозрительных буду, давай. Так. Ты кажешься мне подозрительным. Тюремный надзиратель. Алекс обожает бить людей, так, чтобы кости трещали. С радостью берет взятки и передается разного рода сомнительным извращениям. Часть дохода Алекс жертвует в фонд помощи собакам. Каждую среду работает волонтером на кухне для бездомных. Его плюсы не покрывают его минусы. Ты у нас на смерть. Кейка Танака. 21 студентка. Кейка учится в Центральном университете Космополиса на специальности органическая медицинская химия. В свободное от учебы время Кейка раскрашивает безумно дорогие миниатюры, благо богатенькие родители дают Кейка достаточно много карманных денег. Ну, не вижу в ней ничего плохого, а ты живешь. Хотя лицо у нее подозрительное, чуешь? Ты че лыбишься? Опа, минус. А че минус? Это то, что я выбрала. А если я и смерть... А можно я и смерть? Нельзя два выбрать, поняла. Угу. Келли, 52, студентка. Пришлось бросить университет, чтобы воспитывать 4 детей. Когда дети выросли, окрепли и нашли дорогу в жизни, Келли удалось вновь вернуться на студенческую скамью. Учеба дается Келли непросто, но этот человек прилежен и упорен. В свободное от занятия время Келли занимается поэтическим слэмом. Жизнь. Ты живешь. Пьетро Кассимо Аллеля. 25 солдат. В роду Пьетро все были солдатами, так что вопрос о выборе профессии перед этим человеком не стоял. Прошли годы, но сейчас, вспоминая ужасы лишения второй военной кампании в Фаридене, Пьетро понимает, что реализоваться в жизни можно было и по-другому. Да живи! Роберто Уильямс. Роберто любит сочинять истории, которые вызывают у людей эмоции, желательно весь спектр. Писательский фетиш Роберто — развитие отношений между главным героем и злодеем. Оба бывают в разных полов и гендеров. В свободное от работы время Роберто пишет эротические фанфики и общается с нердами в Коукер. Нердами? Не знаю, что это такое, но троп от врагов к любовникам топ. Любовь между главным героем и злодеем тоже топ, живи. Я люблю такое читать. В смысле? Почему? Почему минус? Чего она ничего плохого не сделала этим? Я все сделала. Я все сделала правильно. Зачем ты мне врешь? О, смотри-ка. О, ты кто? Чуешь? А у него мое лицо. Вы только взгляните на это. Не оперившийся птенец. Что-то набирают кого ни попадя, намешает чай, не пойми, что и призывают всяких. И какой бы погони ни набрали, кто-то должен встречать этих убогих. Кто-то должен. Что привело тебя к Флориану, Искоренителю?
Мне нравится твой стиль, Флориан. Благодарю, но мне не нужны прихвостни. Смотри, не захлебнись слюнями от обожания. Это так банально. Восхищайся тем, что я почтил тебя своим присутствием молча. Больше мне не надо. Ладно, Рок настаивает на вежливом обращении с коллегами, потому что это развивает синергию и повышает командный дух. Так что я должен ответить на твои вопросы, просветить, так сказать. Уж не знаю, что там у тебя за вопросы. Ты верно из тех, кто тащится от звука своего голоса? Я могу слушать его часами. Нет ничего зазорного в том, чтобы внимать умнейшему из присутствующих, и мои собеседники понимают это. Чел, я тебе сделала комплимент, и ты поступил как мудила. Иди в жопу. Так что слушай и впитывай. Возможно, ты даже окажешься способен чему-то научиться. Я самый лучший, самый талантливый из всех вас. Когда надо вонзить в жертву когти, я не промахиваюсь. Я художник, что творит шедевр на полотне вселенной, кровью и кишками, лимфой и требухой. Требухой? Не знаю, что. О чем ты вообще толкуешь? Любая плоть временна, но есть мы, те, кто освободит этих овец из тюрьмы мяса, кожи и костей. Мы даруем им спасение или то его подобие, на кое не могут рассчитывать. Ты что, постоянно обрекаешь всех на смерть? Разумеется, нет. Есть инструкции, которым надо следовать, есть квоты. Даже если требования руководства слишком мягкие, мы должны их выполнять. Я слежу за тем, чтобы каждое убийство доставляло мне удовольствие, наполняло гордостью за успешное умерщвление. Ибо для этого мы и созданы. Мы суть вестники смерти, и все должны умереть. Как бы то ни было, в итоге умрут все, когда придет время. А зачем ждать, если итог один? Проще покончить с их бесцельным существованием, дабы они не тешили себя ложной надеждой. Люди — это не более чем иллюзия, конструкт, вечный источник проблем для них самих. Я же делаю так, чтобы всем в итоге было легче. Ничего себе ты, слушай. Славно бы болтали, пока. Тинчик, лети. А ты? А ты кто? Тоже коллега, да? Я тебя раньше здесь не видела, дай подумать. Твой отдел занимается людьми, да? Ну и видно. Круги под глазами. Ты выглядишь так, словно не спал целую вечность. Какими глазами? Какие круги? Привет. А что, это так бросается в глаза? Ну, по крайней мере, для меня. Понимаешь, мой отдел ведь тоже людьми занимается. Ты вовсе не выглядишь уставшей. Нет. И как тебе здесь? Ну, работа как работа. Ты, стала быть, не совсем новичок здесь. Ну и как тебе наша работа? Да, работа как работа. Правда? А то некоторые жнецы жалуются, что работа отнимает кучу времени, а сами сидят в телефонах и читают новости. Как я читаю новости, так ты тоже. Просто я это недолго делаю. Калкер. Окей, ищут калкер всякие страсти-мордасти, вроде именно так это приложение называется. Лично я не помню, когда в последний раз туда заходила. Что это за штука такая? Это как приложение в телефоне с новостями. Ты ведь уже изучил свой смартфон? А, вот ты о чем. Знаешь, ты не пропустила ничего важного. А, нет, подожди. Просто это что, не читаешь новости? Нет, я читала раньше, но там нет ничего интересного. Каждый день мне приходят одни и те же инструкции, и все камевояжеры должны умереть. И что я вижу в новостях? Очередной камевояжер погиб страшной смертью. Прелестно, какое информативное чтиво. А вы думаете, тут новости о всяких жутких вещах, что творятся в мире? Нет же, спасибо. А ты не думал спросить Рока, почему так? Почему каждый день инструкции одни и те же? Я видела босса лишь однажды, как тут спросишь, у него же этот, как его великий план, нужно сохранить равновесие. Кто я такая, чтобы сомневаться в его планах? Так, очередное щадие. А у меня каждый день разные инструкции. Поздравляю. В смысле, мои решения влияют на мир, каждый из них. Серьезно влияют, или это тебе лишь кажется? Ну, читать новости полезно, это помогает принимать верные решения. Что Рок мне велит, то я и делаю, решать что-то самой нет увольте.
О, спокойная жизнь, никаких трудных решений принимать не надо. Мечта прям. Нет, немного разнообразия не повредит, но вообще да, меня все устраивает, не жалуюсь. Что ж, удачи тебе в этом нелегком деле. Все же время позднее, мне пора спать. До встречи. Хотя вряд ли мы увидимся. Почему? Почему вряд ли? Hello, почему мы вряд ли увидимся? Ты с нами уже 3 недели, это своего рода достижение. Что-то изменилось в прошлой неделе? Тяжкий труд тебя не утомил? Какой труд? Я просто делаю парочку анкет в день и все, и больше нифига я тут не делаю, если честно. Ну ладно. Все весьма неплохо, давай так. Правда? А я вот что сомневаюсь. Эта система жестоко несправедлива, миллионы жизней зависят от прихоти бездушных работников канцелярии. И я не была бы так уверена в своих словах, если бы не мрачные последствия ваших решений. Я делаю то, что мне велено, меня для этого создали. Не знала, что ты такой фаталист. Мне кажется, в твоей работе надо включать разум и интуицию. Против этого союза ничто не устоит, да? Хотя кто я такая, чтобы давать советы? Я лишь барменка. Подмигивает. Спасибо за подмигивание. Могу чем-то помочь? Она не просто, да? Что ты мне врешь? Слышишь, ты кто такая? Что ты думаешь о Флориане? Об этом тебе. Ты что тут говорить, ты ведь и сам все видишь. Он с виду такой весь импозантный куда-то, а по сути гнилая душонка. По крайней мере в том, что касается его работы, не очень-то я ему доверяю. Спасибо, что предупредила. Не пойми меня превратно, я обычно не говорю о клиентах гадости, мы здесь все же одно дело делаем. Просто надеюсь, он не натворит бед вроде какого-нибудь апокалипсиса. Так, мне выпить, как обычно, молочка. До дна. Все, пока. Так сказать, поговорили. Нечестивая, курево одежда, зловещая безделушка устройство, инфернальный светильник тоже устройство. У меня мало денег, я не буду их тратить. Опа, кошка. Вы входите в кабинет Рока, он пуст, на столе тихо дремлет леди Мурсингтон. Уставится на кошку дрянь шерстяная, ладно, я не буду этого отвечать, но забавно. О нет, опять. Раздается пронзительный металлический звон. Это старинный телефон. Сквозь помехи вы слышите знакомый голос. Жнец, прекрасно. Как ты, наверное, заметила, я немного витаю в облаках. В общем, я решил устроить себе небольшой отпуск. В конце концов, сегодня выходной, и ту малую только свободного времени, что у меня есть, я могу посвятить своим исследованиям. Я пишу роман, помнишь? Меня это устраивает, я лишь хотел, чтобы мы подвели итоги дня. Ты верно хочешь спросить, что там насчет разбора полетов? Если честно, то сейчас мне некогда. Уверен, ты вполне неплохо совсем справился. А теперь мне пора погрузиться в... Пока, жнец. Ага, окей. О, плюс 400. Может быть, я могу что-то купить все-таки. Я спиннер покупаю. Эта рендовина волшебная, она принадлежала волшебнику, не знаю, как его зовут, да и черт с ним. Она все время вертится, трещит и стрекочет. Нашел, когда залез его в башню. В его. Он ловил крыс с ее помощью, эти паскудники прям с ума по ней сходили. Крутили ее, вертели, забывая идеи с ней, пока не умирали от истощения. Если нечем занять руки, эта штука самое то. Спасибо большое. Спасибо, я куплю. Что, у меня тут это... гордыня. Ассасин. Окей, завершаю день. Так, что тут? Минус, плюс. Что происходит, не ясно, но окей. Это я для жнеца позже открою. А это спиннер, я его буду крутить. Дайте мне какое-нибудь крутое достижение за то, что я кручу спиннер. Давайте, не гоните, я уверена, что должно быть достижение за что-то. Я кручу его. Мне аж больно, у меня рука болит. О, смотри, достижение дали. Ой, прикольно, интересно, можно? Вращай меня, детка. А еще что-то будет?
Но достижение дали, это плюс. Давайте досмотрим до конца. Мне кажется, возможно, еще что-то случится. А может, нет? Ух, у меня уже рука болит грыбать. Все, не крутится он больше. Он не... А, или он так крутится. Что происходит? Я грыбу. Ух, у меня реально палец сейчас умрет. Мне кажется, наверное, все, да? Все, я устала. Все, крутись тогда, лежи. Да. Пускай крутится, лежит. Читаем. О боже мой. О боже. О боже. Мой мозг кровоточит, даже не читайте. Космический волшебник 5 пробуждений. Это лютый трэш. Бывший солдат выпустил полуавтобиографический роман с воспоминаниями о войне в Фаридане. Надзиратель садист зарезан во время бунта. Любопытно, что заключенные совершили его убийство также с особым садизмом. Уютное кафе в богемском стиле обретает популярность. Доберитесь до него и оцените кухню. Окей. Для жнеца. Меня уведомили о сложившейся ситуации. Дело весьма деликатное, но... А ты можешь перестать крутиться? Окей, крутись тогда. Но я тебе доверяю. Думаю, ты справишься, как и всегда. Указание на день. 5 человек должно умереть. Пощади одного человека, это крайне важно. Будь внимательным, пощади нужного человека. Я в тебя верю. Какого нужного? Грыбашу? А что значит нужный человек? Нужного человека. Кто это нужный человек? Нужного человека. Рыбу, как это понять вообще? Может, по имени как-то? Где написано, кто нужный? Не знаю. А можно вот кинуть монетку, знаешь. Смерть. Кристофер Уайт, 44, спец по отмыванию денег. Чтобы легализовать свои доходы, этот делец открыл кафе посреди долины кактусов. Когда в кафе, увы, этого не избежать, заглядывают редкие туристы, и Кристофер начинает обильно потеть. Все блюда Кристофер готовит с продуктов 10-летней выдержки, так что, кроме пота, в кафе постоянно воняет тухлятиной. Ну да, это смерть. Это смерть. Это сюда. Дальше. Брайан какой-то там 31 дворник. Что тут? Жизнь. Ворочать палую листву с кораблями муторно, гораздо забавнее сдувать их листодувкой, и потому Брайан работает только с ней. С 5 утра Брайан уже на ногах увлеченно гоняет листья по поверенной территории. Тот факт, что листодувка работает на бензине и загрязняет воздух, нисколько не волнует этого дворника. А ну полежи пока. Ага. Страсть, как хотите отведать суп из акульих плавников, но его нигде не готовят. Такого не случится, если рядом Ксименис. Этот ресторатор обожает экзотические блюда, суп из акульих плавников, черепаховое желе, все что угодно, любая экзотика. Часть блюд Луис поставляет в супермаркет. Короче, это туби-хамбец. И туби-хамбец. Просто так. Дальше. Самуэль, редактор. Этот человек пытается забыть трагедию, что когда-то с ним случилось, но получается не всегда. Прошлое давит на него тяжким грузом, попытки взять себя в руки кончились ничем. В итоге этот человек лишь пристрастился к обезболивающим, теперь страдает от галлюцинаций. Терренс, 63, пенсионер-писатель. На протяжении 40 лет Терри пишет очаровательные романы в жанре юмористического фэнтези. Этот человек пытается садиться за работу каждый день, но с каждым днем делать становится все труднее. Здоровье стремительно ухудшается. Периодически Терри жертвует деньги на медицинские исследования. Куина Кава. Иммунолог. Куина надеется раскрыть секреты иммунной системы и заставить ее более эффективно бороться с болезнями. Этот человек совершил многообещающие открытия в области генотерапии. С утра до вечера Куина сидит в лаборатории, а после работы напивается до беспамятства в компании коллег-врачей. Короче. Вот будет так. До сих пор крутится. Все, я готова. Сделано. Опа. Холодно, очень холодно. Я не помню, когда пришли холода. Ты чувствуешь холод? А ты не чувствуешь? Твои руки что сжимают мышку, сейчас не холодно? Все замерзает, останавливается, оно уже близко.
Все замерзает. Ага. Спасибо, что спросила меня за мою руку, которая мышку трогает. Но нет, мне не холодно вообще-то. Что близко? Мы еще этого не знаем. Но ты узнаешь это. Возможно, в новой жизни все будет иначе. Спасибо большое. Ой, кошка. Вы обводите взглядом пустой кабинет. На столе, растянувшись, пузом кверху лежит леди Мурсингтон. Стоит вам войти в кабинет, как старый телефон начинает трезвонить, сквозь помехи слышно знакомый голос босса. Ты не поверишь, как мне тут весело. Как это не похоже на канцелярию, на эту рутину, на это болото. Похоже, все было не зря. Хорошо. Да, ты верно ждешь разбора полетов, но я не готов вновь возвращаться к этим постылым делам. Так что ты можешь идти. Окей. Ладно, я пошла тогда. Спасибо, хоть денег дали. Ой, опять бар открыт. Я хочу инфернальный светильник. А, это у вас типа уже... Окей. Интересно. Что у нас тут происходит? Что-то происходит, короче. Ну в целом можно это понять, как вот дерево — это природа, ну вот это, очевидно, люди, вот это вот типа мир, как война, наверное, вот это... Что это? Может быть. Болезни? Не знаю, что это, какие-то несчастные случаи, я хз. После смерти известного ресторатора популяция акул внезапно выросла. Совпадение? Водолазы выловили в озере тело. По мнению полиции, утопление было случайным. Метко брошенный утюг оборвал жизнь дворника. Шуметь листодувкой в 5 часов утра, да прямо под окнами, так себе идея. Мы должны запретить листодувки, если хотим, чтобы городской воздух стал чище, а уровень шума ниже. Встречайте роман популярного писателя «Пляска смерти». Возможно, это последняя работа гения юмористического фэнтези. Что тут мой спиннер? Крутись. Там крутись. Окей. Все, выключи, ладно. Почта жнеца. Выключи. Сегодня все просто, жнец. Волна умиротворения накрыла мир, и сегодня у нас с тобой не так много анкет. 2 человека должны умереть. Тебе что, длительное открытие? 2 человека. Принято. Элизабета Ройберг. 82. Королева. Королева некогда Великой Империи, а ныне жалкая островной страны Вальмаркии. Один из последних монархов в мире. Одна из последних монархий, наверное. Многие считают, что монархию давно пора отменить, но Елизавета крайне серьезно относится к своему посту. Эта монархиня свято чтит королевскую присягу, заботится о благе подданных. Вот это возможно выжить. Мне должны... Да, это выживет. Мне надо 2 убить. Вот это живая будет. Жива. Дальше. Советник. 40. Халил верит, что обладает уникальным талантом давать бесценные с политической точки зрения советы. К сожалению, этот человек ошибается, и все, к чему такие советы приводят, это оглушительная политическая фиаско. Сейчас Халил работает в команде нейтральной партии, готовится к президентским выборам. Пока хз. Водительница по найму. Кира, 40 лет. Все началось с того, что ей нужны были деньги, и она установила рейдшеринговые приложения, что бы это ни значило. Что значит рейдшеринговые? Я такого даже не слышала, наверное, никогда, да? Ну ладно. Пришло время. Теперь Кира элитная водительница по найму. Пришлось пройти особый курс по избеганию аварийных ситуаций, но оно того стоило. Кира управляет роскошным авто и ведет себя на дороге дерзко и самоуверенно. Самир, 44, утилизатор отходов. Самир любит природу и страстно ненавидит тех, кто мусорит. Также мусор, который нельзя переработать. Этот человек уже помог ряду заводов по переработке отходов. Работать более эффективно. Окей. Самир часто ходит в народ, обучает дремучие массы правильно обращаться с мусором. Да, давай ты будешь жить. Мне надо 2, да? Ну, значит, вот этих 2 придется убить, к сожалению. Сори. Я не то чтобы собиралась, не то чтобы хотела, мне просто дали указание, я его выполнила. Вот так вот, да. Что тут у нас? Grim. О, привет. Как прошел отпуск? Adequate.
Нормально. Ладно, не будем зря тратить время, разберемся с этим. Да, сегодня с Анкелем все в порядке, что ж, хоть кто-то в это время занят своим делом. Неважно. Вы как-то странно себя ведете. Что случилось? Почему я в бешенстве? Потому что прочие члены высшего руководства посчитали нужным напомнить мне, что такие внезапные отлучки негативно сказываются на общих результатах, потому что они хотели меня пожурить за то, что я взял пару дней отпуска, дабы заняться важными исследованиями. Потому что, насколько я помню, есть такая поговорка, как там, в мире неизбежны лишь две вещи. Это смерть и налоги. Да, точно. Как бы то ни было, им хватило наглости указывать мне, как делать мою работу. Промолчать. А уж не забудь об этом, прости, что нагружаю своими проблемами. Доброй ночи. Окей. Вообще, в целом, нам заканчивать можно. Ой, подожди, это было? Песчинка Бу. Игрушечная песчинка из резины, натуральная величина. Это было такое? А я хочу, что это такое? Я хочу... как это хреново нас туда попало, я грей под хвост. Этого малыша я подобрал на берегу Великого Стикса. Она не живая, просто забавная игрушка. Даже не знаю, куда ее можно приспособить. Но если на нее нажать, она пищит. Вот Мура. Во, класс, спасибо. Деньги потрачены не впустую. Давайте на этом закончим. Я думаю. Спасибо вам, ребята, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.